Всем привет, это Foodstorm и я Антон Романов. Сегодня покажу, как приготовить вкусные китайские паровые лепешки. Их можно есть просто так, либо вместе с любой вкусной начинкой, либо подавать к азиатским блюдам. Засыпаем дрожжи в молоко и 10 минут ждем, пока не начнет пузыриться. Молоко не должно быть слишком горячим, не больше 40 градусов, дрожжи могут умереть. Не слишком сладким, потому что дрожжам тоже не поздоровится. И не слишком жирное молоко, потому что дрожжи будут тяжело развиваться, не больше 2%. Засыпаем муку, соду, разрыхлитель в миску. Добавляем молоко с дрожжами и хорошо перемешиваем тесто миксером с насадкой крюк в течение 3-4 минут. Затем добавляем растопленное сливочное масло и вмешиваем еще так 3-4 минуты. В конце добавляем соль и вымешиваем еще 3-4 минуты. Как только закончили вымешивать, формируем шарик. Накрываем тесто пленкой и отправляем его на 1-1,5 часа в теплое место, в идеале 40 градусов, подниматься. Молоко и сливочное масло можно заменить на воду и растительное масло, если хочется более традиционный рецепт. Пока тесто поднимается, приготовим начинку. Теплый салат из огурцов, моркови и говядины. Нарезаем огурец и морковь средней соломкой, толщиной где-то в 0,3 мм. Готовим маринад для моркови. В сотейник засыпаем сахар, добавляем уксус, доводим все до кипения, кладем специи, бадьян и смесь перцев. Пока маринад горячий, заливаем его в морковь на 10-15 минут. Говядину нарезаем брусочком по 1 см толщиной. Разогреваем сковороду на сильном огне с растительным маслом и обжариваем ее 5 минут. Солим, перчим и добавляем чеснок или, как у меня, чеснок в масле. В конце немного чили перца. И перекладываем в миску. Последнее, что мы нарезаем, это зеленый лук и кинзу. Выкладываем все в большую миску. Говядину, морковь с маринадом, огурцы, зелень и аккуратно перемешиваем. Возвращаемся к нашим булочкам. Достаем тесто, выкладываем его на стол и раскатываем до толщины примерно где-то полсантиметра. Затем при помощи гарнировочного кольца вырезаем кругляшки. Каждый кругляшок смазываем растительным маслом, чтобы не слипалось, и складываем пополам. Раскатываем скалкой и оставляем полежать еще 30 минут перед тем, как загрузим в духовку. Это даст им еще немножко подняться. Убираем в разогретую до 100 градусов духовку с режимом пар на 10 минут. Если у вас пароварка, готовьте в ней. По центру в пергаменте я сделал дырку, чтобы пар мог спокойно циркулировать. Из-за того, что я использовал хлебопекарную муку, а не обычную, булочки получились немного желтоватыми, но это не страшно. Как только они остыли, раскрываем их, кладем внутрь начинку и наслаждаемся. А также ставим нам лайки и не забываем заниматься едой. Это был Foodstorm и я Антон Романов. Пока!